Мальчики и девочки, меня зовут Леша, а это электрогитара. Если быть точным, Dan Electro Dead-On 67. Идеальная альтернатива стратокастеру для тех, кто играет за еду. К сожалению, гитары Dan Electro исключительно непопулярны в нашей стране, хотя они могли бы стать отличным подспорьем для начинающего музыканта, ведь именно такими их и задумывал основатель фирмы Нейтан Дэниел, который был не только одаренным конструктором и неуемной машиной изобретений, но и просто неординарной личностью, мыслившей, как говорят наши англоязычные друзья, outside the box. Например, именно фирма Dan Electro впервые представила миру такие изобретения, как шестиструнный бас, гитару-баритон и электроситар. По замыслу Дэниела, гитары Dan Electro должны были предоставить возможность новичкам играть на качественных и доступных инструментах. Собственно, так оно и вышло. Многие будущие звезды рока, такие как Джефф Бек, Джимми Хендрикс и Джерри Гарсия, начинали именно с этих гитар. А для многих она и вовсе осталась основной, как, например, для легенды серфа Линка Рея. Dead-On 67 в девичестве Hornet 67 внешне напоминает Fender Jazzmaster, выросший на автомобильном ретро-дизайне. Технология производства этой гитары, видимо, не изменилась с 60-х годов, что придает ей неповторимый налет ностальгии, напоминание о временах, когда электричество и пластик правили миром, а появление первого в мире летающего автомобиля считалось лишь вопросом времени. Да, она из пластика, и да, она сделана в Китае. Но самое удивительное при этом не то, что она вообще звучит, и не ее ничтожный вес, а то, что гитара обладает своим уникальным голосом. То, чего напрочь лишены все китайские копии популярных инструментов. Джек Уайт в фильме It Might Get Loud научил нас, что гитару можно собрать из звукоснимателя, палки и пары гвоздей. Так может быть, пора отбросить все свои предрассудки и дать Dan Electro шанс? Инструмент собран хорошо, а стоит столько, что должен быть собран плохо. Имеет удобный плоский деревянный гриф, который покрашен с обратной стороны, что, согласитесь, очень неплохо смотрится. Оригинальные датчики системы Lipstick, по сути, синглы в хромированном корпусе с обмоткой вокруг одного магнита. Изначально для корпуса датчиков Нейтан использовал настоящие футляры от губной помады. Отсюда и название. Звучат нежно, фонят безбожно. Трехпозиционный переключатель, ручка громкости и тона, все как на настоящих деревянных инструментах. Кочерга-вибратор нужна для того, чтобы расстраивать вас и ваших слушателей. Возможно, в этом виноваты колки, обманчиво похожие на фендеровские, но сделанные при этом из нашей любимой психоделической пластмассы, а возможно и кривые руки гитариста. Но все это совершенно не важно, по одной простой причине. Дело в том, что вместе с гитарой, помимо неизбежных проблем, вы покупаете легенду. Частичку ее создателей и всех музыкантов, причастных к восхождению гитары в ранг культовых. Например, со стратокастером идет ножка Ричи Блэкмора и крылышко Ингви Мальмстена. А с японцем не идет вообще ничего. Просто еще одно творение безымянных островных тружеников. В случае с Dan Electro вы покупаете настоящую гитару Dan Electro, которая при этом неплохо звучит и не является копией. Dan Electro — это самая доступная легенда на рынке легенд.